Если гаспачо, то только такой. 15-20 минут и вкуснейший холодный суп готов. На 2 порции понадобится вишня и черешня по 100 грамм, помидор 290 грамм, перец сладкий 70 грамм, красный лук 20 грамм, чеснок 1 зубчик, оливковое масло 70 грамм, яблочный уксус 12 грамм, кефир 160 грамм, огурец 80 грамм, базилик 2-3 веточки, соль, перец по вкусу. Томаты предварительно очищаем от кожуры. Делаем небольшой крестовидный разрез на кончике и обдаем кипятком. Снимаем кожуру, вырезаем жопку. Удаляем косточки из черешни и вишни любым удобным путем. Можно использовать замороженную ягоду. Удаляем плодоножку у перца и очищаем его от семян. Огурец очищаем от кожуры. Обрываем листья базилика. Черенки нам не понадобятся. Очищаем от шелухи лук и чеснок. Нарезаем мелким кубиком помидор, огурец, перец. Мелко нарезаем лук, чеснок и базилик. Овощи засыпаем в блендер, добавляем уксус, масло и перебиваем все до однородной массы. Выкладываем в емкость. Вишню и черешню также измельчаем в однородную массу в блендере. Выкладываем в емкость с измельченными овощами. Получившуюся смесь протираем через сито, чтобы текстура у будущего супа была кремовая и без мелких частиц. Добавляем кефир и тщательно перемешиваем. Добавляем соль и перец по вкусу. Я не добавлял вовсе. Украшаем кусочками вишни и черешни, разрезанными напополам, каплями кефира и листьями базилика. Напиши в комментариях, как тебе такая модификация гаспачо. Обязательно поставь лайк и подпишись на канал. И помни, если ты не готовишь над жерлом вулкана, то это не адская кухня.